Теперь будем пришивать на голову все то, что мы с вами связали. Значит, у меня вот набор зрачков, глаз. Берем самые большие. По-моему, 12 миллиметров, если не ошибаюсь. Берем эту часть. И вот где более острый конец, вставляем зрачок и закрепляем заглушкой. Если у кого нет таких зрачков, можно приклеить. Вот. Оставьте вот небольшую часть и приклейте, прикрепите зрачок. Значит, ножка вот более заостренная часть вперед, ближе к морде сюда. И вот в эту ямку вот так вставляем. Затем берем иглу. Я пришиваю вот такими иглами. Очень удобно ими. Затем берем булавки. Все это накалываем. Накалывайте почаще. Вот, и затем вот такой иглой, очень удобно ею пришивать в труднодоступных местах. Можно взять иглу побольше. Ну, вот я такой маленькой буду пришивать. После того, как пришьете глаз, берете заготовку веки. Вот так ставите. Тоже булавками прикрепляете и пришиваете. Пришиваете по внешнему краю, затем внизу. Ну, в принципе, вы смотрите сами, кому как удобно. Вот. И желательно по внутренней стороне тоже пришить. Вот. Я буду пришивать вот таким образом, чтобы века вокруг зрачка было. Теперь я вам немного покажу, как я пришиваю. Теперь захожу вот сюда. И практически под белым цветом под зеленую нитку. Теперь в следующую петлю. И опять сверху в следующую. И только после этого под зеленую. Теперь снизу в петлю.
теперь сверху. И теперь под зеленую петлю практически где вышла нитка. И так пришиваю. Так, теперь возьмите маленький рог, который связали. Немного наполните синтепухом. И приколите. Вот здесь между этими булавками у нас будут ноздри. Вот таким образом приколите. И пришейте. Так, вот я в прошлый раз не показала, как прятать хвост нитки. Значит, вот у вас нитка осталась. В тот же цвет вводим иглу и выводим где-нибудь между столбиками. Так, потом откладываем нитку и в это же отверстие вот еще один раз. Так, вот мы сюда заводили, видите? Белой нитки нету. И опять в отверстие. И куда-нибудь выводим, в любом месте. Вот. Теперь немного подтяните нитку. Вот она в натяжении. И отрежьте. Вот так получается. Так, теперь будем пришивать ноздри. Вот, свернули пополам. Это изнаночная сторона, а здесь лицевая сторона. Вот так приколите посередине булавку. И теперь я буду пришивать вот здесь. Вот по этому краю. Так. И пришью низ. Это будет часть отходить. Вот так. Значит, понятно, да? Посередине пришью к морде. И пришью вот здесь нижнюю часть. Так, теперь должны пришить гребень. К самому рогу приложите маленький. И дальше по маркировочной нити, я ее вытащила уже. Вот здесь она у нас была проложена. Значит, как делаете? Как наметить гребень, куда пришивать? Вы маленький гребень приколите к рогу, затем иглой вытащите несколько стежков маркерной нити и увидите, где прикалывать дальше. Опять несколько стежков вытащите иголкой и приколите. И так постепенно прикалывайте весь гребень. Вот я пришила по одной стороне, и мне кажется, нужно по другой стороне пришить. Я пришью по этой стороне. Вы смотрите сами, стоит вам пришивать или нет. Рога обязательно наполните синтепухом.
По поводу ушного гребня. Сюда, вот в эти части, я тоже немного наполнила синтепухом, чтобы придать жесткость. Так, теперь берем эту заготовку. Если у вас эти части лежат хорошо, значит маркерную нить оставляете. Если нет, то вот так прижмите. Можно булавками скрепить. Затем берем иглу. Можно такую фигурную, можно простую иглу взять. Проденьте маркерную нить от полиэтиленового пакета. Вот так вот прижмите и проложите стежки. Вот, чтобы четко шло по ребру. Затем берем другую нитку маркерную, прокладываем с этой стороны. Затем с этой тоже вот так прижмите. С этой стороны проложите, с этой и с этой. После того, как проложили маркировочные нити со всех сторон, берем перепонку. Кстати, маркер можно убрать. И вот так затянуть. Это у меня будет левый гребень. Я вам объясню, чем отличается левый от правого. Хотя, казалось бы, он смотрится как правый, на самом деле будет левым. Берем большую перепонку. Так, здесь тоже завязываем узел. Вот этот хвост начальный мы должны продеть между этими деталями. Можно крючком, можно иглой, прям между ними. Чтобы этот хвост не выскочил, внутри зафиксируйте. Зафиксировали. Теперь вот этот угол, где большая сторона, вот так соедините. Кстати, с этой стороны не надо было прокладывать маркер. И вот так завяжите. Очень туго не завязывайте, потому что впоследствии придется эту нитку распускать. Все, завязали. А здесь у нас длинный хвост остался. Теперь прикладываем по маркировочной нити и после этого пришиваем. Чтобы вам не запутаться, возьмите какую-нибудь нитку, можно даже маркировочную взять. И отметьте, это у вас будет левая сторона, то есть которая будет сзади. И когда мы повернем, у нас получится левый ушной гребень. И все части пришиваем по левой стороне. Ну, а там уж вы смотрите, кому как удобнее. Для чего я прокладывала маркировочные нити? Мы по ним вот сшиваем
Стежки делайте почаще, чтобы не было отверстий между перепонкой и основанием. Так. Потом сюда. И вот укладываем по маркерной нити. Вот. Несколько стежков сделаете, и маркерную нить можно постепенно удалять. Здесь внизу зажмите, чтобы не вытянулось. Вот, отсюда вытяните. Так, опять сделайте несколько стежков. Мешает она вам. Опять немного вытяните. И вот так пришивается. Все сшиваем. Затем нитки прячем внутри. Маркировочные убираем. Смотрим следующие гребни. Который больше, который меньше. Вот этот побольше. Значит, следующий средний. Таким же образом хвост убираем внутрь. Эта нитка у нас будет обшивать. А сюда вы свяжите уголки тоже дополнительной ниткой. Затем берем маленькую перепонку. Так, смотрим. По длинной стороне ставим. Вот. Этот хвост тоже заправляем внутрь. Здесь вам нужно будет вот отсюда начинать сшивать, а потом уже когда вы гребень установите, вот этой ниткой будет пришиваться к голове. Вот я одну часть уже сшила, связала и установила. Смотрите, как устанавливать. Вот здесь у меня тоже, вот видите, левая сторона. Я эту нитку потом уберу. Вот. Вот в таком положении пришивается. Практически возле угла. Ну, на один столбик больше. Сейчас посчитаем, сколько. Так, вот прямо от глаз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда вставляем иглу. Вот я большую вставила. Дальше огибаем немного глаз. Вот до этой части обогнули. И затем по прямой и на один столбик в сторону. Изнаночная. Вот здесь будет. Все, дальше сшиваем самостоятельно. Итак, пришила я рога. Эти большие рога находятся на уровне ушного гребня, но один ряд выступает, то есть вперед. Вот, видите, да? Средний рог. 2 ряда пропускаем. Вот так. Значит, 2 ряда пропустили и между вот этой ямкой. Затем маленький рог. 2 ряда пропускаем.
И четко над этим выступом фиксируем. Так, как я крепила? Вот в центр булавкой. Вот так. И затем маленькими булавками по краю. И пришивала вот такой иглой. Теперь я с этой стороны тоже пришью точно такие же рога. Вяжем тело. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. 1, 6. Так, кольцо стянули. Соединять будем вот под эту вертикальную петлю. Вот сюда. Устанавливаем маркерную нить. Значит, в первом ряду 6 столбиков без накида. Соединяем. И 1 воздушная. Во втором ряду 6 прибавок, то есть под каждую полупетлю по 2 столбика без накида. 1 и сюда же 2. Под следующую полупетлю так, 1 и сюда же 2. Это 2 прибавки. Под следующую полупетлю тоже прибавка. Это 3, то есть мы провязали половину. Ставим еще 1 маркерную нить. И довязываем оставшиеся 3 прибавки. Один. Два. И 3 прибавка. Во втором ряду 12 столбиков без накида. Вот эту петлю пропускаем, под которую у нас маркерная нить. Заходим в следующую. Соединяем. И 1 воздушная. Столбик без накида. Далее прибавка. 1 раз. Опять столбик без накида. Прибавка. Это 2 раза. Столбик без накида. Прибавка. 3 раза. Маркерную нить перебрасываем. И далее до конца ряда вяжем столбик без накида, прибавка.
третьем ряду 18 столбиков без накида. Соединили, 1 воздушная. Четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. 1 столбик, второй, прибавка. И так вяжем по кругу, не забываем в середине прокладывать маркерную нить. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика без накида. Пятый ряд. 1 петлю пропустила, в следующую захожу, соединяю, 1 воздушная, столбик без накида. Нужно 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Итак, вяжем по кругу, не забываем прокладывать вторую маркерную нить посередине. В пятом ряду 30 столбиков без накида. Шестой ряд. Я надеюсь, вы уже поняли, как соединять. 1 петлю пропускаем, под следующую соединяем. 1 воздушка. 4 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Итак, вяжем по кругу, и в шестом ряду 36 столбиков без накида. Седьмой ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. Так, соединили. 1 воздушная, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Итак, вяжем по кругу, и в седьмом ряду 42 столбика без накида. Так, что еще хочу вам показать. Вот мне сейчас надо делать прибавку. Бывает такой случай, что когда прибавку делаете за полупетлю, то вот здесь может получиться отверстие. Поэтому вы второй столбик можете провязать за всю петлю. Вот так. Тогда у вас отверстия практически не будет. То есть 1 столбик за переднюю полупетлю, второй столбик за всю петлю. Соединили. И 1 воздушная. Значит, нам сейчас нужно провязать 16 столбиков без накида. 1, 2, 15, 16. Далее 2 прибавки. Один. И сюда вторая.
Так, 1, 2, 3, 4. Так, 24 петли. И вот теперь маркерную нить перебрасываем. Так, далее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 прибавки. Так, это 1 и 2. Десять столбиков без накида. 1, 9, 10. 2 прибавки. 1, и это 2. Значит, в 8 ряду 48 столбиков без накида. Вот, видите отверстие, да? Синтепух будет выходить, вылазить. Поэтому вот 1 столбик за полупетлю, а 2 столбик за всю петлю. Так, это 1 прибавка за полупетлю и за всю петлю. Это 2 прибавка. Вот. По крайней мере, отверстия маленькие стали. Так, 9 ряд. Соединяем. 1 воздушная. 1 столбик без накида. Надо провязать 18 столбиков без накида. 1, 2, 17, 18. 2 прибавки. 1. И 2. Теперь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эту маркерную нить перебрасываем. Так, чтобы было видно петлю, в которую заходите, вот так оттянем ее. 7 столбиков без накида.
1, 7. Две прибавки. Так, одна. И вторая. 12 столбиков без накида. 1, 12. Две прибавки. Так. И под всю петлю одна прибавка. Вторая прибавка. В 9 ряду 54 столбика без накида. И одна воздушная. 10 ряд. 20 столбиков без накида. 1, 2, 20. Две прибавки. Одна. Вторая. 6 столбиков без накида. 1, 6. Маркерную нить перебрасываем. 8 столбиков без накида. 1. До этой маркерной нити должно получиться 30 столбиков без накида. Так, после маркерной 1, 8. Две прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. 14 столбиков без накида. 1, 14. Две прибавки. Так, одна. И вторая. В 10 ряду 60 столбиков без накида. То есть
30 до маркерной нити и 30 после маркерной нити. 11 ряд. Соединяем. И 1 воздушная. 22 столбика без накида. 1, 2, 22. 2 прибавки. 1, 2. 7 столбиков без накида. Так, 1, 6, 7. Перебрасываем маркерную нить. 9 столбиков без накида. 1, 9. 2 прибавки. 1, 2. 16 столбиков без накида. 1, 16. 2 прибавки. 1. И 2. В 11 ряду всего 66 столбиков без накида. 33 до маркерной нити и 33 после маркерной нити. Соединяем. 1 воздушная. 1. 12 ряд. Вяжем по кругу 66 столбиков без накида. 13 ряд. 24 столбика без накида. Я соединила, провязала воздушную 1, 2, 3, 24. 2 прибавки. 1, 2. 8 столбиков без накида. 1, 7, 8. В этой части 36 столбиков без накида. Далее 10 столбиков без накида. 1, 9, 10.
2 прибавки. Так, 1, 2. Далее 18 столбиков без накида. 1, 18. 2 прибавки. 1, 2. Так, в этой части тоже 36 столбиков без накида. Значит, в 13 ряду 72 столбика без накида. Соединяем. И 1 воздушная. 14 ряд. 72 столбика без накида вяжем самостоятельно.